Не смог я устоять от соблазна повторить закрытие, потому что отпуск, потому что плюс, и потому что погодка еще позволяет. Ну, это уже все точно. Как будет, так и будет. Так что видимость не очень. Против солнца 3 миллиметра не годится. Ставим 3,5. Пожалуй, всего лишь полмиллиметра. Это очень большая разница. Так, что сегодня по условиям? Нахожусь на водоеме. Водоем типа пруд. Был большой, сейчас стал поменьше. Глубина точки лова 10 метров. Закидывал эхолот. Чуть подальше 11. Небольшой уклон, площадочка 10 метров. И потом резко пошел выход на почти по 30 градусов, резко постоянно выход к берегу. Дистанция где-то метров 20, 22, 21. Сложно сказать точно, потому что вмешиваются условия погодные. Ветерок. Встречный прогноз должен быть боковой. Встречный, но он обещали, что не сильно большой. Поэтому нормально. Сегодня солнечный день, так что на клев вообще не рассчитываю. Завтра еще полнолуние. Все как обычно. Все карты сошлись. Так, что у меня сегодня по снастям? Катушка та же. Удочку я поменял, потому что волжанка 12 грамм. И ей такие поплавки против ветра как бы уже тяжеловато. Взял тоже хорошая удочка. Она даже для карпа годится. Более мощная. У нее тест где-то уже грамм 20. Но тяжесть никак не ощущается. Она еще 4,20 длиной. И действительно легче забрасывать такой поплавок, как 3 плюс 14. Нормально. Она для этого примерно и предназначена. Вообще надо иметь, конечно, две удочки собранные, чтобы под условия разложить ту, которая больше подходит. Ну вот, поплавок 3 плюс 14. Глубина 10. Даже 10 плюс, наверное. Ну и вот пока 6 номер, 4 штучки 6 номера подпасков на дне положил. Пока только начинаю. Блин, ну с первого заброса кинул ёршики, конечно. Расстроил. Но вообще ожидаю я 10 штук фанеры 150 грамм. Я буду доволен полностью. Только закормил. Буквально там 2 с небольшим десятка колбасок. Ветры летят плохо. Кучно не удалось. Я решил, что буду лучше почаще подкидывать в процессе лова. На такой глубине я заметил, что частое кормление лучше, чем кидать и сидеть ждать. После заброса я подматываю не 10 оборотов, как логично было положить, глубина 10 метров, а только 8. Почему? Потому что поплавок, когда огружается, его несет волной на меня. Ну и плюс леска, когда он огружается, он еще сам подтягивается. Поэтому достаточно 8 оборотов и нормально. Если я 10 подмотаю, то он вообще близко уже идет и как бы будет ближе, чем мне надо. Вчера, когда удочку собирал, пропустил одно кольцо. Вроде бы на заброс не влияет. Одну рыбалку потерпел. Ладно. Не буду переделывать.
кому интересно, берите на вооружение пульверизатор. Оп. И домочили. Вот оно счастье, вот это счастье. Вот это счастье. Ой. И оп. Опять ключ. Лотва. Опа, погодка поналаживает.
Ух, что-то задуло. Что ж так задуло-то, а? Опять уже поднялся ветерок. Сейчас было небольшое, непродолжительное затишье. Настроение у меня сразу улучшилось. Сначала на 250 грамм, потом еще раз на 250 грамм. Вот, а потом опять поднялся ветер и опять 2 ёршика поймал. В общем, что-то как-то рыба опять отошла. Или поймать я не могу. Вот. Какие сегодня можно сделать выводы по закрытию сезона? Ну, в такую погоду можно ловить, можно ездить. Конечно, надо соответственно одеваться. И все будет нормально. В принципе, я считаю, у меня все удалось. Поклевки видел, рыбку поймал. Для данного водоема и для данных условий и времени года это нормально. Я доволен. По снастям тоже все угадал, правильно сделал, что взял вот эту удочку. Она получше справляется с задачей. Ну а для такой глубины и для такого ветра все-таки еще бы потяжелее поплавочек, где-то, ну чтобы он 20 грамм где-то весил вместе, 3 плюс 16, 3 плюс 17, что-то такое надо. Вот, а так, в принципе, первую часть рыбалки ловил со дна, не очень так получалось, а потом поднял насадку над дном, было затишье. Сейчас вот было затишье и было несколько поклевок, то есть рыба со дна клюет мельче, а не со дна крупная мелочь клюнула. Вот. Сейчас вот поймал 2 ерша, поклевки опять фанеры прекратились. Что-то разгулялся ветерок опять. Вроде обещали на снижение, но он немножко снизился, а я опять потом задул. Что ж, бывает и так. В такую погоду тоже можно на матч ловить, но надо иметь снасть тяжелую. Тяжелой снасти в такую погоду еще можно. Кормить тоже нормально в такую погоду. Надо только потяжелее корм делать. И все поправки на 5-10 шарике вычисляются, и все нормально. О, поклевка. Такой вот клюнул еще напоследок мне фанерчик. Оп. Ну, пожалуй, на нем я и закончу рыбалку и сезон. Теперь уже точно. Сейчас надо посмотреть, что же я там поймал. От чего же я такой веселый сегодня и радостный? Давайте смотреть. Что, такой вот уловчик сегодня. 8 штучек, 2 побольше, остальные поменьше. Я доволен. Рыбку поймал, поклевку видел. В такой сезон, в такую погоду нормально. Так что
хочу сказать, что если у вас есть возможность, то не отказывайтесь себе в удовольствии. В любой сезон, в любую погоду увидеть несколько поклевок. Все, сезон закрыт. До встречи на льду. Пока.